Хочется рассказать о так называемых народных депутатах. В горячем ключе есть такая Татьяна Геннадьевна Плешакова, борец с режимом была когда-то, как она говорила. Я с ней познакомился в 2020 году, когда депутаты-самовыдвиженцы объединились для того, чтобы готовиться к наблюдению на выборах в Совет муниципальных депутатов. Плешакова была депутатом-самовыдвиженцем, Даниил Фоминых был депутатом-самовыдвиженцем, я был самовыдвиженцем, еще несколько человек. Мы объединились, и поскольку я уже до этого наблюдал за выборами в 2018 году, проходил обучение, то я им передавал тот опыт, который мне рассказали инструкторы из «Голоса», то практические навыки, которые у меня появились после выборов 18 марта 2018 года. С Татьяной Геннадьевной мы тогда познакомились, участвовали в совместных дебатах, рассказывали о наших планах на улучшение жизни горячего ключа. Это все есть в интернете. Можете поискать эти записи. Они доступны. И, собственно говоря, в сентябре 2020 года, когда выборы подтусовали, как я выяснил, там сложно было о чем-то говорить законном, потому что сейф-пакеты были открыты, реклама шла на телевидении. Ну, в общем, нарушали все, что могли. После этого, после сентября 2020 года, подавали вместе с Татьяной Геннадьевной коллективные иски об оспаривании результатов выборов в горячем ключе. Как я уже в некоторых других своих видео говорил, на участке во второй школе было допущено прямое нарушение. Чтобы избавиться от меня как от организатора процесса наблюдения за выборами, в нарушении закона меня поставили, согласовали то, чтобы я ходил вместе с выездной комиссией и наблюдал за выездным голосованием. Голоса украли. У меня нет сомнений, что украли в 2020 году. Так вот, Татьяна Геннадьевна оценила мои организаторские способности, оценила то, что я умею доносить информацию людям, учить их, как наблюдать, бороться за наши права. И начала с 2020 года потихонечку обращаться ко мне за консультациями по документам, которые делала администрация, по проектам тех постановлений, которые Совет депутатов выносил. По сути, я превратился во внештатного юриста Татьяны Геннадьевны Плешаковой. В то время она действовала против власти, против беспредела власти. В 2020 году и в 2021 году боролись с планами власти по строительству мусорного полигона в горячем ключе, в смысле мусорного завода. И боролась за ряд других нужных для жителей вопросов, например, за то, чтобы сохранить генеральный план и не лишать жителей права на жилье, не возвращать земли из ИЖС в сельхозназначение, не превращать ИЖС в земли для коммерческого использования.
чем были не согласны депутаты весь 2020-2021 год, но в конце концов их нагнули и протолкнули. И заставили принять этот генеральный план. В 2021 году я вместе с Татьяной Геннадьевной Плешаковой и с рядом других активистов участвовал в организации помощи подтопленцам. Пригодились связи с тем же Даниилом Фоминых. Вместе с ним мы организовывали помощь жителям улицы Пономаренко в Горячем Ключе, которые были забыты на самом деле властями. Почему-то улица Луговая, Ключевая, все остальные, хотя они находятся в непосредственной близости от администрации, но по непонятной причине о них забыли. Помогали Пятигорской, ну туда я тоже часто мотался, возил туда волонтеров, еду возил, помогал продуктами жителям, ну то есть и был организатором, и был помощником, реально, который ездил, у меня машина там сломалась, чуть в аварию не попал на этой улице Луговой, кажется, полно видео. Я был такой не один, но один из немногих, кто буквально там задавал, так сказать, тон этой помощи. Что жутко не нравилось Белопольскому, главе Горячего Ключа. Но я увидел, что уже в 2021 году различия, разногласия между администрацией и Плешаковой как бы начинают сходить на нет. Ну, например, Плешакова не видела для себя такой проблемы в горящем мусорном полигоне в Горячем Ключе, как мне показалось. А я, наоборот, как представитель газеты Туапсе-Инфо и экологической вахты по Северному Кавказу, трубил и говорил о том, что как же так, свалка там все время горит. С другой стороны, у Плешаковой почему-то был такой зуб на другое предприятие, которое загрязняет Горячеключевской район, предприятие по утилизации медицинских отходов между Бакинской и Суздальской. Есть такой, называется Перетта технология. Мы тоже туда ездили со всеми активистами, смотрели, что там делается, о чем есть репортаж в моем YouTube-канале и в Инстаграме. Но вот почему-то Перетту Плешакова не переносила на дух, а там есть еще другое предприятие, похожее типа Вертикаль в Горячем Ключе. Кстати, да, кто думает, что Горячий Ключ прям супер экологически чистый, но вот имейте в виду, что в непосредственной близости от города имеется то Вертикаль, который непонятно что сжигает, то вот эта вот Перетта технология. А, кстати, Перетта находится как раз по направлению преимущественных ветров, которые дуют в Горячеключевском районе, то есть северо-северо-восточные ветра. Вот. И мы, общаясь с человеком, ты хочешь не хочешь, начинаешь потихонечку его узнавать. Мне стало известно, что Татьяна Геннадьевна частый гость в станице Динской. Есть такая в Краснодарском крае традиция посещать храм по воскресеньям, где молится губернатор Краснодарского края. Ну, была, по крайней мере. И вот Татьяна Геннадьевна посещала этот храм. И после посещения храма у нее частенько случалось общение с губернатором. Вот она очень хотела до него доносить информацию напрямую, как представитель, трибун народа, вот единственный. Больше никого как будто в Горячем Ключе нет. А в 22 году, когда я обнаружил сливы фекалий около завода минеральных вод, чуть не оговорился, Айсберг, Ярославского 139Б, в водоохранной зоне реки Псикупс находится,
насосная станция, и из колодца канализации рядом с ней текут фекалии, до сих пор текут. Я об этом сообщил депутатам, к которым относится это место. То есть это Татьяна Геннадьевна Плешакова, Владимир Ерохин. Пытаюсь учиться вспомнить. Вот. Владимир Андреевич Ерохин, да, прошу прощения, запамятовал, давно не вспоминал. Вот. Я об этом же говорил и депутатам третьего округа, тому же Даниилу Фоминых. Там есть еще отдельный слив на Пономаренко 5, тоже из водоканала, тоже специально сделанный. И как-то вот эта информация о том, что многие годы, как сама Плешакова мне присылала видео, еще 21 года жители снимали, другие, не я тогда еще не знал. Присылала мне видео, что фекалии текут и в 21 году. Ну, как-то это Татьяну Геннадьевну не впечатлило. А типа, ну, что, текут и текут. Хотя это ее округ, хотя это ее избиратели. Вот там вот находится, на Ярославского. Едят рыбу, купаются в реке Псикупс. Но не зацепило ее так это, как, допустим, Перетта по непонятным причинам. Хотя, мне кажется, слив администрации фекалий постоянный в реку Псикупс наносит больший ущерб, чем сжигание. Хотя и то плохо. И самое интересное, что летом, значит, нет, это было в конце мая еще, когда приезжал губернатор, Плешакова, зная о том, что сливаются фекалии, Псикупс до сих пор в мае, когда губернатор приезжал, тоже сливаются. Она выступила и просила губернатора выделить деньги на обеспечение безопасности объектов водоканала. А водоканал, нам замечу, принадлежит администрации Горячего Ключа. И, о чудо и совпадение, ее близкие, ну, скажем, друзья, возможно, бизнес-партнеры, как раз занимаются такой безопасностью. И вот я так понимаю, что она проталкивала свои бизнес-интересы через губернатора, чтобы получилось больше, водоканал получил деньги на реконструкцию защищенности от террористов. Летом 22 года, когда я в СМИ писал о том, что экологическая катастрофа продолжается, Плешакова приехал с неким Сергеем, представителем какого-то там очередного НКО, который занимается безопасностью общественной. Забыл его название, но потом в СМИ появилась информация, что этого Сергея, который занимается безопасностью, неизвестные избили палками в его доме в поселке Курацы-Це. Вот. Ну, видимо, такой специалист по безопасности, что избили. Так вот, она подъехала вместе с этим Сергеем прямо к моему дому на улице Ольховой, который сожгли потом в декабре 22 года. Ну, то есть это было в августе, по-моему. И убеждала меня несколько часов в машине о том, что нет необходимости добиваться привлечения к уголовной ответственности водоканала, его сотрудников, администрацию Белопольского, которых она знала, естественно, что они причастны к этому. Не могли они не знать о сливе, тем более он в нескольких местах был. Она буквально меня убеждала, что нет, зачем ты в СМИ пишешь, все такое. Вот такой вот борец за чистоту. То есть, с одной стороны, она в СМИ пиарится как народный депутат и борцун с режимом. С другой стороны, как я это вижу,
в приватных беседах лоббирует интересы каких-то своих близких ей компаний. Ну, в общем, я тогда с ней поговорил, сказал, что окей, принял во внимание точку зрения. Почему принял во внимание? Потому что мне было выгодно и интересно, и важно получать сливы от Плешаковой той информации, которая проходит через стены совета. Она мне присылала информацию о том, что рассматривается на заседаниях совета, на группах, на комиссиях. Просила помочь ей подготовить, допустим, и проанализировать изменения к уставу горячего ключа, которые принимались. Принимали всякие документы по внесению изменений там, по вопросам этики в устав города. И все эти документы я анализировал, готовил ей предложения, говорил ей, в каких моментах принимаемые документы могут затронуть ее интересы. Она очень боится лишиться статуса депутата муниципального совета, который ей открывает двери. Кстати, Светлана Геннадьевна еще и требовала от меня ответа, почему я нападаю на транспортные компании в горячем ключе. Буквально вызывала меня на стрелку на улице Ворошилова и, господи, забыл, Псикупская, где автобус, забыл, как зовут перевозчика, предположу, что это Билай. Ну, не уверен, что это так, поэтому прошу прощения. Предположу, что это Билай. Вот его автобус стоял на Ворошилова и Псикупской, ближе туда к какой-то следующей улице, название я его забыл, маленькой, прямо под окнами жилого дома. Там автобусная остановка, и почему-то это же место стало стоянкой для автобуса междугороднего вот этого перевозчика. Автобус стоял с работающим двигателем, что прямо нарушает ряд требований к остановочным комплексам. Ну, там есть сроки, на когда он может останавливаться, но не стоять десятками минут и высаживать, забирать пассажиров, ну и так далее. Это было все в официальных жалобах написано. Плюс автобус, когда он стоит постоянно на остановочном комплексе городского транспорта, буквально заставляет обычные городские автобусы нарушать ПДД, выезжать на встречную полосу, плюс нет видимости на перекрестке. То есть там целая череда нарушений и ПДД, и всего-всего этого. Это я написал в ГАИ, и вот Плешакова меня вызвала на стрелку вместе с представителем этого перевозчика, название которого я не помню. Я помню только одно название, вот, которое я вам сказал, вероятно, неправильно. Поэтому прошу заранее прощения, если я ошибся. Мы там долго рассматривали, я рассмотрел претензии, рассказал о своих претензиях. И, в общем, Татьяна Геннадьевна опять выдвинула мне требование, чтобы я не жаловался, потому что, больше негде-то поставить автобус, хотя, по моему мнению, там было где ставить. И я тогда писал жалобы всяким замам Белопольского с просьбой передвинуть остановку от окон жилого дома, где под окнами, считайте, постоянно стоит работающий автобус, до нежилого какого-то каркаса, ну, видимо, будущего магазина, прямо на углу, на перекрестке улиц. То есть я вижу, что Татьяна Геннадьевна воспользовалась моим желанием помочь жителям горячего ключа. Бесплатно пользовалась моими услугами как юриста, как специалиста в области государственного муниципального управления. Я ей готовил проекты документов, которые она выдавала за свои. И говорил, что у меня есть юристы, которые на меня работают. Можете спросить любого депутата горячего ключа, того же Вартыкяна. Он расскажет, что вот Плешакова козыряла злыми юристами, имея в виду меня. Вот, и выдавала проект этих документов, которые я подготовлю, за свои, за то, что подготовили ей злые юристы.
И убеждала меня одновременно перестать жаловаться, ну, как минимум, в тех вопросах, которые ей были невыгодны. Вот такое поведение, в кавычках, народного депутата. А в СМИ Татьяна Геннадьевна борется с разливами фекалий. Хотя на самом деле она меня убеждала как раз меня прекратить эту борьбу. Ну и еще про Татьяну Геннадьевну. В январе 22 года она в моих социальных сетях увидела мою фотографию на улице на свежем воздухе. Тогда снега выпало очень много. С Шевченко, известным политиком российским. Он собирал общественников по краю в Краснодаре для обсуждения наболевших проблем по состоянию на январь 2022 года. Как раз основная тема это как раз был генплан, который тогда принимали и в Горячем Ключе, и в Геленджике. Вот. Ну и я поехал туда поучаствовать в этом сборе, послушать, что, какие лучшие практики есть борьбы с беспределом правовым. Вот Татьяна Геннадьевна увидела мою фотографию с несколькими людьми и написала на меня жалобу в полицию. Написала жалобу, что вот такой-то, такой-то, там-то, там-то был без маски. Вот так вот, был без маски. А когда когда полиция, естественно, вот уровень правовой подготовки Татьяны Геннадьевны, оцените. Когда полиция, участковый Тамукай обратился ко мне с вопросом, а где ты был тогда-то, тогда-то, и был ли ты без маски, и вот тут фотографии заявления Плешаковой, случилось две вещи. Первое, я спросил Татьяну Геннадьевну, она правда на меня заявление написала? И она сказала, что нет, она не писала на меня заявление. Поехала в полицию, написала заявление, что кто-то подделал от нее заявление на меня. Ну, полицейские говорят, что нет. Это было заявление, написанное Татьяной Геннадьевной. Вот. Она мне так и не сказала. Нашли же поддельщика, который вот так взял и вот написал, и почему-то против меня. Ну и второе, сам Тамукай обиделся, что я решил взять 51-ю статью Конституции, не свидетельствовать против меня. То есть я-то не должен доказывать, что я там-то не был и то-то не делал. Это их обязанность заказывать что-то. Тамукай отказал мне в праве ознакомливаться с материалами проверки в отношении меня, что прямо нарушает мои законные права, сославшись на наличие персональных данных. То есть много раз я был у Плешаковой дома. Она, кстати, очень любит болтать языком, рассказывала, как она выиграла выборы 2020 года, кто ей помогал пофамильно. И я понимаю, что теперь-то я понимаю, что выборы выиграть можно только таким образом, как Татьяна Геннадьевна рассказывала. Случайных людей там не бывает. И просто так стать депутатом, учитывая то, как эта вся процедура организована, особенно учитывая трехдневное голосование, лишних чужих людей там не бывает среди депутатов. Вот. Ну, это для отдельной серии рассказов Плешаковой. Так вот, Тамукай мне запретил читать материалы, потому что там есть персональные данные. Как будто я не знаю, кто написал на меня заявление, это же они мне первое, что рассказали. А уж дата рождения Плешакова, ее адрес или телефон, эти все персональные данные мне известны. Ничего другого в этом заявлении нет. Ну вот, собственно, я хочу обратить ваше внимание на то, что, насколько я знаю, на настоящий момент проблема с фекальными стоками в Горячем Ключе не решена. Никаких ответов. Я написал депутатам, Совету депутатов Горячего Ключа запрос в начале этого месяца. Я написал ряду депутатов персональные запросы.
Только официальные отписки мне приходят о том, что тому переслали запрос, всему вот ведомства между собой перекидывают эти мои заявления. И хоть Плешакова и депутат, она им обязана была знать, что у нее опять текут в округе фекалии, и не знала об этом. Или знала и молчала. Так же, как текут фекалии, насколько я помню, фекальные озера есть в поселке Первомайском, о чем мне другие депутаты говорили. Представляете, об этом были публикации в СМИ, что в Первомайском есть фекальные озера. И мы все знаем историю и видели ее много раз, когда из колодца на Ярославского, около Дубравы, напротив курортного, фекалии из канализации напором поднимали крышку канализационного люка и стекали в ливневку по трубе под Ярославского, потом в ливневке микрорайона Курортный. То есть буквально затапливали часть городской территории фекалиями около Курортного. И водоканал все кормит всех обещаниями. Мы будем с этим бороться. А естественно из ливневки Курортного все эти фекалии попадали куда? В реку Псикупс. И это тоже зона ответственности сеньоры Плешаковой. Я не знаю, чтобы она боролась с этим. Вот. Ну, вряд ли мне теперь Татьяна Геннадьевна расскажет, но что я точно знаю, что она меня убеждала не привлекать, не добиваться привлечения Белопольского и Французова, и его заместителей, заместителей в смысле Белопольского, тогда был еще Власов, потом был Черный, и может быть сейчас Черный, и до Французова был Максименко. Вот одно желание было у Татьяны Геннадьевны: давай вот ты как-то будешь мне подчиняться. Почему, Татьяна Геннадьевна, почему все должны вам подчиняться? Почему вы подавляете, буквально настаиваете на том, что все должны только вам подчиняться? Что за желание внедрить мафиозные принципы в общественную деятельность? Сейчас, я так понимаю, Татьяна Геннадьевна вообще молчит, потому что так называемые народные депутаты слились в экстазе, общественники слились в экстазе с администрацией горячего ключа на почве общей любви к войне. А природа отравляется ежедневно фекальными стоками. И если вы не поддерживаете таких независимых журналистов, как я, хотя бы комментариями, хотя бы распространением информации, расшариванием, хотя бы тем, что пишите, ставите лайки, ну тогда в ближайшее время заблокируют полностью YouTube, да и если не заблокируют, честно скажу, я потихонечку теряю интерес к тому, что происходит в России. Просто я все больше и больше живу своей жизнью в Испании. И теряю связанность. То есть я люблю ту Россию, которую я помню из своего детства, своей юности. Я скорее люблю свои детские воспоминания. Но когда я вспоминаю о полном правовом беспределе, постоянно, с которым я сталкивался, будучи уже взрослым человеком, начиная с 2000 года, скажем так, вот эти последние 25 лет, очень легко вспомнить, чуть ли не помесячно, как я сталкивался с беспределом. И только поддержка независимых журналистов, типа меня, может вам дать шанс отстаивать свои интересы. Потому что на примере депутата Плешаковой вы видите, что она отстаивает интересы только те, которые выгодны ей. И борется она
Даже когда очевидно это входит в ее обязанности, бороться, допустим, с разливом фекалий, потому что это ее избирательный округ, четвертый, борется она только там, где ей выгодно. Это мое оценочное суждение. Но, Татьяна Геннадьевна, после того, как вы мне сказали, что я должен отстать от Белопольского, я потерял к вам всякие уважения. Вы человек принципиальный, но вы человек принципиальный в своем зле, в отстаивании того, что делал Пригожин, ЧВК «Вагнер». Вы вот принципиальное, идейное зло, а я борюсь со злом. Все, всем пока.